Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео мы с вами поговорим про биткоин, что нам ждать дальше, куда пойдет цена вверх или вниз, также поговорим про альткоины, когда ждать альт-сезон и многое другое. Это у нас первый обзор в этом году рыночка криптовалют, поэтому заранее поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы переходим к графикам. Давайте начнем рассматривать графики с старичка, с биткоина, соответственно. Мы недавно на свечах вылезли в новый диапазон, 100 тысяч долларов, ну как новый, это старый диапазон, но относительно прошлых дней мы вылезли в новый диапазон, и постоянно рост происходит очень быстро импульсными свечами. Смотрите, сколько тут, примерно, кстати, все дни это закрывались зелеными, но если, допустим, открыть 15-минутный график, давайте даже 30-минутный график открыть, то смотрите, всего лишь за буквально сколько? За час, ну ладно, тут может за 2 часа, график вылез в новый диапазон. То есть мы торговались тут в боковике, потом 2 часа бам, все, новый диапазон, и опять идет проторговка. Потому что большую часть времени рынок снижается, либо стоит в боковике, и лишь там 5-10% он показывает рост. Поэтому всегда рост происходит, видите, на объемах, и буквально там за несколько часов рост сразу произошел, и мы вышли в новый ценовой диапазон, чтобы люди не успели запрыгнуть в эту ракетку, если они заранее не заходили, соответственно. Вот так у нас выглядит Битховен, у нас Фибоначчи просто идеально отрабатывает. Подошли к 0.618 уровню несколько раз, от него отбились и пошли вверх. Поэтому, что нас ждет дальше? Смотрите, еще вот видите, такая вот трендовая есть, такая вот красненькая, еле заметная. Мы тоже от нее несколько раз оттолкнулись. И знаете, что это за трендовая? Это трендовая с прошлых пиков 2021 года, вы прикиньте, и она отрабатывает, мы от нее отталкиваемся. Это вау, круто. Такая вот есть небольшая закономерность на крипторыночке. Также, что нам ждать дальше? Давайте откроем, у нас получается VPR. Посмотрим, что у нас тут интересного. Это, получается, показывает индикатор. Давайте Фибоначчи уберу, чтобы она не мешала. Этот индикатор у нас показывает максимально проторгованный уровень. И на данный момент мы стоим выше максимально проторгованного уровня, который у нас находится на 95 500. Вот. Что это значит? Вот это у нас, получается, вот здесь вот в этом диапазоне максимально была проторговка цены. И мы сейчас находимся выше. То есть, если мы выходим вот сюда за 103 тысячи, даже вот где-то за 103 тысячи, то сверху у нас нету ничего, у нас просто пустота, и значит у нас нету сопротивления, и биткоин может лететь очень высоко. У меня первая цель это 120 тысяч долларов, я думаю, что в этом цикле даже 140 можем увидеть, но вот первая ближайшая цель это 120 тысяч долларов, и если мы выходим за 103 тысячи долларов, то выше нас ничего, у нас нет никакого сопротивления, мы можем там пустота, просто лететь дальше до 120, что я, в принципе, ожидаю. Я говорил в прошлых роликах, что я ожидаю до инаугурации Трампа, то есть 20 января у нас проходит инаугурация Трампа, Трамп официально вступает в должность президента США. Я думаю, что до 20 числа нас возят вверх. Потом, есть в крипте такой паттерн, который называется «покупай на слухах, продавай на новостях». Как только Трамп вступает в должность, я думаю, инвесторы будут снижать риски, будут продавать свои активы, поэтому мы можем увидеть какую-то краткосрочную коррекцию. Но в целом мы находимся в бычьем году. У нас, получается, первый квартал бычьего года всегда был зеленый, то есть мы сейчас находимся в первом квартале. И неважно, какие будут коррекции, мы в любом случае идем вверх. Бычий рынок еще не закончился, пока даже нету предпосылок, которые бы говорили нам о ближайшем развороте рынка. Поэтому мы находимся в бычке, пока мы торгуемся выше этого уровня, мы находимся в полете в космос в ближайшие несколько месяцев. Вот, что будет нам свидетельствовать о медвежьих настроениях. Если биткоин пойдет вот сюда куда-нибудь, ниже 86 тысяч долларов, у нас тоже тут такой гэп образовался, пустота, имбаланс. И если мы сюда приходим, то тут нас ничего не держит, и мы можем упасть вплоть до 77 тысяч долларов. Дальше можем упасть куда-нибудь сюда, в этот диапазон 71. Ну, соответственно, тут у нас уже огромный проторгованный уровень, и где мы здесь можем остановиться. Поэтому пока что мы находимся в буллиш рынке, буллиш по всем показателям у нас. Поэтому мы можем сделать еще ретест. Можем, получается, давайте покажу, что мы можем еще сделать. Возьмем траекторию. Отсюда мы можем протестировать данный уровень, либо протестировать хотя бы вот этот уровень. Но в целом можно вот так вот ожидать. Бам, сюда, потом какой-то отскок вот до этого уровня. Потом еще раз, возможно, тест, возможно, какой-то ложный пробой и поход дальше, вот сюда вот. Но опять же, это может быть не только такими палками, можем еще тут проторговаться, так пам-пам-пам потихоньку. Но в основном движение происходит импульсно, сразу движениями резкими вверх, чтобы никто не успел запрыгнуть в ракетку. Вот так у нас может быть движение цены с ретестом, походом выше и дальше полетом вот сюда вот. Вот так вот я ожидаю, в принципе, что может у нас быть. Поэтому мы дальше по битку буллиш. Я держу свой трейд, у меня есть трейд открытый на 70 тысяч долларов, я до 120 буду его держать, до 140 даже, возможно, буду держать, посмотрим, но трейд я пока что свои по битку держу.
Дальше что у нас есть? Эфириум. Тоже очень интересная у нас картина на эфире происходит. Давайте этот VPR уберем. Покать уровень этот Point of Control. Смотрите, по эфиру у нас есть имбаланс, который вот находится у нас здесь на дневном графике. И цена успешно пришла к нижней границе имбаланса, оттолкнулась от него, и сейчас мы уходим в небольшую коррекцию. Вот эта линия у меня с прошлых пиков мартовских. И вот в мае тоже был такой локальный пик, поэтому такая вот еще есть небольшая трендовая, но она, в принципе, тут особо как-то и даже не работает, мы просто ее, нет, тут был сколько такой небольшой, потом сразу ее пробили, короче, это трендовую можно даже убрать, она не особо нам помогает. Поэтому вот, мы оттолкнулись от имбаланса, возможно, мы сейчас придем опять вот к этой проторгованной зоне, вот сюда еще куда-то спустимся в 3400, это вполне может быть, и дальше мы пойдем покорять новую вершину, то есть можем сделать какой-то такой ретест, потом отскок, возможно, еще раз ретест, и дальше пробитие имбаланса, закрепление над имбалансом и поход выше уже на новый этаж. Такое может быть тоже быть по эфиру. По эфиру я очень буллиш. Свои цели я по эфиру рассказывал в прошлых видео. Если можете найти видос отдельно, там есть мои цели по эфириуму. Посмотреть. Вот они на графике. Это получается 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч. И прям 15 тысяч, если прям очень что-то произойдет. Вау. Что крипту там примут прям... не знаю, в магазинах криптой в США будут оплачивать, тогда, да, может там высоко так улететь. В целом я буллиш, мы в бычьем рынке. Сейчас вам еще один покажу интересный график, который нам говорит о том, что мы находимся в бычке. Это у нас логарифмический график биткоина годовой, то есть каждая свеча это 1 год. Смотрите, если не брать первые года, когда вот там биткоин только был выпущен, 2009 год, вплоть до 2013 года, у нас был год коррекции, 3 года роста. Год коррекции, 3 года роста. Год коррекции, 1, 2 и последний 3-й год роста, соответственно, сейчас вот начался, и мы находимся в бычьем рынке. То есть каждые 4 года происходит бычка. Это закономерность, которая отрабатывает уже много-много раз, и в этот раз она тоже может вполне отработать. Да, конечно, есть шанс, что мы опять же не будем расти, но этот шанс крайне мал. Лучше ориентироваться на те действия, которые происходили многократно раз, чтобы был больше шанс того, что вы угадаете. Поэтому я уверен, что мы находимся в бычьем рынке, что этот год у нас тоже растущий, и что мы можем показать неплохой такой рост. Вот вполне до 140-120 тысяч долларов можем легко вообще вырасти. Если будет прям что-то супер вау, что в США примут биткоин резерв, тогда, ребята, этот рынок, эта бычка нас может удивить, и мы можем вполне там долететь до 400 тысяч-500 тысяч долларов. Миллион в этом цикле я не верю. Такое может быть, но это очень крайне маловероятно, поэтому $1 миллион за BTC это будет уже когда-то там в будущем, но не в этой бычке. Ну, по крайней мере, это мое мнение. И вот этот график нам тоже показывает, что мы сейчас находимся в последней стадии бычьего рынка, последний год, когда у нас есть возможность, чтобы заработать деньжат себе на следующую медвежку и сидеть кайфовать на медвежке уже с пачками денег. Давайте перейдем к доминации биткоина, тоже очень полезный график, который нам говорит о том, когда же все-таки будет альт-сезон. Вот он наш график доминации биткоина. Проходит все точно так же, как я и говорил. Я говорил в прошлых видео, что возможно будет отскок до этого уровня. Мы чуть-чуть не дошли, сделали отскок и пошли вниз. Сейчас что я ожидаю? Я ожидаю в ближайшее время рост доминации до 58, 58,5, возможно, вот где-то вот в этот диапазон. Давайте даже начерчу, чтобы было понятно. То есть с текущих мы можем чуть опуститься. Так, давайте опустимся чуть-чуть. Потом где-то вот 58, 58,5. Возьмем 58,3. И далее у нас поход к этой трендовой. Отскок от этой трендовой куда-нибудь вот сюда. И далее пробитие трендовой и поход вниз на альт-сезон. Давайте покажу у меня цели на альт-сезон. Бам, отдалим график немножко. И у меня есть вот первая цель, это 48% по доминации, вторая цель 40%. Что такое доминация биткоина? Это то, сколько биткоин занимает место в рынке. Чем меньше занимает биткоин место в рынке, тем больше, соответственно, это место распределяется на альткоины. Поэтому если доминация биткоина падает, то есть биткоина становится меньше, деньги из биткоина переходят в альткоины. Поэтому график доминации BTC нам подсказывает, когда у нас начинается альт-сезон. Вот у нас был локальный сезон, это было одно из самых больших падений за последнее время по доминации BTC. Соответственно, все альты выросли, кто-то там заработал на этом, кто-то фиксировался. Потом у нас дальше был отскок, у нас опять альты ушли в коррекцию. Но в целом у нас направление уже как бы это восходящий тренд, он сломлен. Посмотрите, произошел слом тренда. Лой обновился, хай не обновился. Значит, что у нас? Правильно, у нас нисходящая структура образовалась. Поэтому в ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев я ожидаю падения доминации BTC, как это было в прошлых годах. Вот, происходило все это, давайте даже откроем какой-нибудь месячный график, чтобы понимать, как оно происходило у нас. Вот, смотрите, происходит это падение доминации всего лишь за несколько месяцев, и происходит тот самый альт-сезон. Вот у нас было, получается, тоже
такая сейчас формация интересная у нас образовалась. Если у нас раньше было, знаете, такое медвежье поглощение, сейчас у нас тоже медвежье поглощение, но у нас образовался такой небольшой отскок, зеленый такой бар, который с равными ценями, кстати, получился. Но в целом у нас движение все равно вниз. И смотрите, происходило сколько? Раз, два, 3, 4, 5. То есть 5 месяцев, все. Альтсезон, большая часть альтсезона пройдена. Сейчас мы находимся раз, два, 3, то есть 4, 5. Еще как минимум 2 месяца, то есть вот этот первый квартал, я ожидаю, что будет очень бычьим. В принципе, когда у нас доминация здесь вот по дну каталась, тоже был небольшой отскок альтов, там что-то росло очень сильно, что-то меньше росло, но в целом я ожидаю, что вот этот первый квартал, возможно, мы в нем поставим пик рынка, и следующий пик, ну, второй квартал тоже может быть зеленый, третий квартал будет красный, и четвертый это уже финальный квартал, когда вот, ну, все уже закончится. Но я не ожидаю обновления хаев, то есть, там, допустим, вот четвертый квартал этого года мы дорастем чуть-чуть не дорастем до хая и дальше пойдем уже на медвежку. Но в целом я ожидаю большую часть роста в первом-втором квартале 2025 года. То есть у нас осталось реально немного времени, чтобы заработать. Я понимаю, что вы там сидите с своими сумками альтов и говорите, блин, оно не растет ничего. Но потому что доминация BTC еще не начала прям свое масштабное падение. Нужно просто ждать. Я свои сумки на долгосрок еще не разгружал. Все держу до своих целей по доминации BTC. Поэтому запас хода у нас еще есть. И не стоит переживать, что ваши альты там не растут. Просто сидите, ждите. Вырастет все, поверьте. Будет расти все. Любое говно на бычке стреляет, как говорится. Те, кто были в прошлых годах, в 2021 году, те знают, что стреляет все. Просто стреляет что-то больше, что-то стреляет меньше. Токен GT, про который я постоянно вам, сколько уже, 2 видоса про него снял. Пробивает новый хай. Уже залетел прям вот сюда вот. И... можете посмотреть тоже прошлое видео, что за токен, это токен биржи Gate.io, они его поддерживают, они добавляют стейкинги, всякие программы, где вы можете на токенах своих зарабатывать, короче, они делают полную движуху, поддерживают свой токен, поэтому он так сильно растет. Также другие токены, вот допустим, сейчас стоит смотреть на AI-нарратив, вот допустим VLD-шку, давайте уже откроем дневку, посмотрим на дневке, что у нас тут. Дневочка, это у нас VLD-шка. Недавно он показал такой неплохой рост на 16%, вот такую вот палочку вверх он показал. Это у нас получается проект, который, наоборот, ну, как бы связан с искусственным интеллектом, но проект специализируется на том, чтобы идентифицировать человека по сетчатке глаза от искусственного интеллекта. То есть у них есть свое приложение, вы там можете свою сетчатку глаза сканировать, вам за это дадут токены VLD, и, соответственно, будете кайфовать. Я лично свою сетчатку глаза там за $100 не собираюсь продавать, но если вы хотите, вы можете просканировать сетчатку глаза, идентифицировать себя как человек, и за это получить еще токены VLD. Поэтому вот на такие проекты, как VLD, стоит смотреть. Дальше вот Render тоже недавно показал хороший рост, давайте посмотрим даже на сколько. То есть AI будет в этом году стрелять, это уже явный нарратив. 37%, пожалуйста, всего лишь за сколько? За неделю, примерно за неделю дал 37%, неплохо. Нир уже чуть похуже вырос, но тоже искусственный интеллект. И Архам еще чуть похоже, но это тоже искусственный интеллект. У них своя крутая аналитическая платформа, они свои запустили биржу, поэтому Архам тоже в него буллиш, верю. Поэтому присматривайтесь к ИИ-агентам, ИИ-токенам всяким, потому что искусственный интеллект будет качать в этом бычьем цикле. Это уже явный нарратив, который стоит присматриваться и инвестировать в это направление. Лично я вам держу несколько этих ИИ-токенов, покупаю ИИ-агенты новые, как будто, знаете, когда судорога в горле. Вот, поэтому я слежу за AI-нарративом и сам покупаю. У меня также есть закрытое сообщество, где мы разбираем токены. Я там дал 2 новых токена из AI-нарратива. Поэтому те, кто хотят зарабатывать в крипте вместе с нами, можете переходить по ссылочке в описании, вступать в закрытое сообщество, там очень много интересного. И те, кто зарабатывает в крипте, активно торгуют, то это сообщество must-have для вас. В принципе, я ожидаю рост экосистемы эфириума, то есть, вот, допустим, LDO-шки всякие, иены, которые, кстати, Трамп инвестирует в этот токен. Смотрите, тут вообще образовалась чашка и такая ручка. И, как говорится, такой паттерн обычно отрабатывает куда-нибудь в этот диапазон. Токен может спокойно вылететь. Это как минимум x2 с текущих. Поэтому тоже на токены на эфире тоже стоит смотреть. Арбитрумы всякие тоже очень красивая цена ведет. Оттолкнулась от линии поддержки. Уперлась в уровень. Сейчас торгуется вот в этом диапазоне небольшом. Тоже арбитрум, я думаю, у нас продолжит движение вверх. Тоже у меня есть отдельное видео по арбитруму, почему стоит его покупать, инвестировать. Оптимизм точно так же, L2 на эфире. Starknet вообще прям говорят, что это скам-монета мертвая, но поверьте, такие монеты обычно самые дают большой рост жирный. ZK тоже очень хороший токен, в ближайшее время вообще разлоков не будет, то есть все токены, которые в рынке, это сейчас все токены будут торговаться, там ближайшие разлоки только через 5 месяцев вроде, то есть еще не скоро. Polygon Matic тоже очень красиво, вот эти вот трендовые, если он ее пробьет, то куда он полетит очень высоко. MNT, это токен биржи Bybit, тоже себя прекрасно чувствует, находится возле своих прошлых хаев. Поэтому, что говорю я вам,
Инвестируйте в L2, инвестируйте в экосистему эфириума, не только L2, те же вот ENS, но, правда, уже дал хороший рост, поэтому ENS покупать поздно, вот я его набирал где-то по 23 бакса, где-то вот здесь вот я его набирал, потом просадки сидел, тут я уже его продавал, поэтому стоит смотреть на ИИ и L2 на эфире, экосистема эфириума, в принципе, стейкинги, DeFi на эфириуме, DYDX тоже очень хороший токен, тоже его себе набирал в портфель, и тут покупал внизу, и тут покупал, везде его покупаю, потому что цели по нему просто огроменные, посмотрите, как выглядит график, это просто одно большое накопление. Также Ape, очень мощный токен, своя игра Otherside скоро у них должна выйти в публичный доступ, токен тоже находится в таком вот накоплении, посмотрите, какие тут жесткие объемы, а токен где находится? На дне. Поэтому как минимум до прошлых пиков он тоже может спокойно долететь, поэтому Ape тоже стоит к нему присмотреться. Ну что, вот такие вот у меня мысли по рыночку. Я жду все-таки альт-сезон, жду бычий рынок, просто надо ждать. Как говорится, есть такая цитата, что трофеи выручают терпеливым. То есть те, кто умеет ждать, те, соответственно, и заработают на крипторынке. Но хочу вам еще раз напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, где у нас находятся сигналы на спот, то есть вот новые токены, которые выходят, к которым стоит присмотреться. Сигнал на фьючерсы каждый день выходит. Также у нас есть большая обучающая база курсов по криптовалюте, по трейдингу. Если вы хотите научиться трейдингу, то можете это сделать в нашем закрытом сообществе. Также есть огромная база сливов платных курсов, просто огроменная база. Тут находятся платные курсы, которые блогеры продают за тысячи и десятки тысяч долларов, ну если в общем брать сумму, то просто, ну вы это получаете за 69 баксов. Вот всех там трейдеров, блогеров, тут огромная база курсов, можете это все изучать, все у нас есть в закрытом сообществе. Также много всего другого интересного, поэтому сливы с приватных сообществ, то есть сливы с других приватных сообществ тоже есть у меня на моем закрытом сообществе. Поэтому те, кто в крипте постоянно и хотят зарабатывать, то это сообщество must have для вас. Вступить можно в него по ссылочке в описании. Ну что, вот такое вот видео получилось, надеюсь, оно было полезным для вас. Если это так, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, смотрите мои прошлые видео, каждый день я публикую, стараюсь каждый день публиковать классные топовые видосики, поэтому буду рад вашей подписке, комментарию, лайку, это поможет продвижению ролика. Смотрите мои прошлые видео, подписывайтесь, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи и всем пока!